Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Дилан и Баран приходят на конную ферму вместе с Чинаром и начинают показывать Чинару окрестности. Баран показывает Чинару и показывает, как подойти к лошади, не напугав ее. Чинар очень любит лошадь и хочет на ней покататься. Когда Баран говорит Чинару, что сначала тебе следует познакомиться с лошадьми, Чинар говорит: «Я их уже знаю», а Баран говорит: «Слава Богу, это одна и та же мать». Когда вы спрашиваете Чинара, что он знает, Чинар объясняет все, что знает, а когда Баран спрашивает, кто вас этому научил, Чинар отвечает: «Берфин, моя тетя». Чинар называет свою новую лошадь Фертыной. Тем временем приходит дядя Ахмед, приветствует вас, ребята, и молится о долгой совместной жизни. Дилан и Баран говорят аминь. Когда Чинару не терпится ехать, Баран говорит: «Не сразу, я сяду и согрею его, а потом поедем вместе». Чинар и Дилан со стороны наблюдают за Бараном верхом на лошади. Когда Чинар спрашивает: «Он очень хорошо ездит, не так ли?» Дилан вспоминает момент их первой встречи, говоря: «Он был таким же величественным, когда я впервые увидел его». Чинар так восхищается им, что когда он говорит: «Я буду таким же, как мой дядя Баран, сильным и смелым, как он», Дилан говорит: «Конечно, ты принадлежишь своему отцу», но он говорит: «У тебя есть его талант, и ты будешь таким же смелым, честным и порядочным человеком, как он». Когда Чинар хочет быстро скакать на лошади, Дилан не позволяет этого и ломает упрямство Чинара. Затем, когда он поворачивается к Барану и говорит, что он такой же упрямый, как и ты, Баран спрашивает, чей он сын. Чинар шепчет ему на ухо: «Мы пойдем быстро, хорошо? Буря среди нас, прежде чем он попадает в бурю». Госпожа Айхан не может получить ответ на вопрос, который она задала Берфину, и рассказывает о любви, которую ей не хватало. Когда вы говорите: «Ты пожалеешь, что не сделала шаг, как я, скажи мне, любишь ли ты Акифа?» Берфин плачет, думая, что ей придется похоронить свою любовь в своем сердце, потому что она думает, что Акиф не полюбит ее, если узнает о ней. Прошлое. Пока Акиф вспоминает время, когда он признался в любви Берфину, и расстраивается, к нему приходит госпожа Айхан и советует набраться немного терпения. Дилан принимает все меры безопасности, необходимые Чинару, и готовит Барана к поездке на лошади. Баран сажает Чинара на лошадь, показывает ему, как управлять лошадью, затем держит седло лошади и начинает выгуливать ее. Когда Баран спрашивает его: «Ты не боишься?», Чинар отвечает: «Я не боюсь, потому что ты со мной». Когда Баран ускоряется, как того желает Чинар, Дилан паникует и кричит: «Будьте осторожны, пожалуйста». Затем Дилан садится на лошадь, а Баран и Чинар следуют за ним. Баран берет Чинара на плечи и подвозит его ближе к Дилану на коне, и все трое хлопают в ладоши. Выйдя из шторма, Чинар говорит: «Он был очень быстрым, но у меня повредилась задница». Дилан приготовил для них что-то и накрыл на стол. Когда они начинают есть, Баран говорит Дилану: «Я уверен, что у этого ребенка есть и удовольствие от еды, и привычки». Чинар заставляет ее есть выпечку и варенье, как он. Баран говорит: «Я не уверен, что мне это понравится, но я попробую для тебя», и когда ему это нравится, Чинар говорит: «Я же тебе говорил». Когда Баран высмеивает их, говоря, что они покрыты джемом, Дилан говорит, что они не твои. Чинар говорит, что у тебя всегда слипшиеся усы. Когда Чинар говорит: «Я рад, что мы пришли, давай больше не обижаться», ладно, Дилан говорит: «Хорошо, дорогая». Затем Чинар спрашивает, что произошло, когда лицо Дилана вытянулось. Когда Дилан говорит: «Я расчувствовался, когда увидел тебя таким, в этом нет ничего плохого», Чинар говорит: «Никогда не хмурься, всегда улыбайся». Баран говорит: «Не волнуйтесь, с этого момента мы все будем очень счастливы». Затем, когда он извиняется перед Чинаром за то, что расстроил и напугал его, и говорит: «Ты очень важен для меня, ты мой маленький человек, я не причиню вреда никому и ничему, что ты любишь», Чинар немедленно встает и обнимает его за шею. Когда Баран спрашивает: «Ты меня простил?», Чинар отвечает: «Я простил его, но обещаю не причинять вреда моему отцу». Баран берет его на руки и говорит: «Ладно, давай поедим вместе», и пока они едят, он замечает, что Дилан смотрит ему за спину и оглядывается назад.
Когда он видит там Тарика, Дилан звонит Чинару, чтобы отвлечь его, в то время как Баран преследует Тарика и злится, спрашивая, что ты здесь делаешь. Когда Тарик спрашивает, как ты думаешь, сможешь обмануть этим моего сына? Баран отвечает, я только что пообещал своему сыну, что ничего тебе не сделаю. Ты испытываешь мое терпение до конца. Когда Тарик Чинар говорит, что всегда будет видеть в тебе чужака, он очень привязан ко мне и не примет тебя, Баран говорит, что примет, сын мой, я буду терпеть тебя, пока он меня не победит. Тарик разворачивается и уходит, а Баран сердито смотрит ему вслед. Когда Дилан и Баран говорят, что, по их мнению, счастливые дни еще далеко, дядя Ахмед говорит, что беспечный человек рассердится и будет совершать ошибки из-за страха потерять Чинара, поэтому его связи с Чинаром ослабнут, наберитесь терпения, счастливые дни очень близки. Затем, когда к ним приходит Чинар, они идут к машине, чтобы сказать «поехали». Пока госпожа Азади и господин Кудрет обсуждают, все ли в порядке, Баранс все еще не пришел, к ним приходят Дилан и Баран и говорят, что они хорошо провели время. Говорит Баран, я заставил сына меня простить. Господин Кудрет говорит, если я услышу, как мой внук говорит дедушка, я не буду грустить, даже если умру. Дилан говорит, не говори так, пап, у нас еще будет много времени, которое мы проведем с Мираном. Затем, когда он звонит психологу и говорит, давай встретимся, госпожа Азади говорит, присядьте и подробно расскажите мне, что вы сделали. Когда Дилан спрашивает, я сяду, но мне нужно получить подтверждение от эксперта. Правильно ли мы сделали, госпожа Азади говорит, хорошо, девочка. Берон и Дилан идут в сад, чтобы провести встречу. Тарик приходит в комнату Чинара, пока Чинар рисует. Когда Чинар рассказывает обо всех хороших вещах и чувствах, которые он пережил с Бараном, и показывает его фотографию, Тарик кричит «Хватит, я твой отец». Когда Чинар говорит, что ты очень плохой отец, Тарик расстраивается и извиняется перед Чинаром, вспоминая время, когда он тайно наблюдал, как его отец избивал его мать и плакал. Чинар не принимает и убегает из своей комнаты от отца. Когда Дилан рассказывает психологу о том, что произошло, он говорит, что вы проделали отличную работу и продолжаете делать то, что сделает ее счастливой, и вам будет легче говорить правду, чувствуя себя в мире и безопасности. Баран, я не могу поверить в то, что мы сегодня пережили, я всегда мечтал об этих днях, о днях, когда нас будут называть мамой и папой, скоро они будут говорить о том, как мы счастливы. Приближается время ужина Дилана Мирана. Она попросила меня приготовить картошку и фрикадельки. Баран говорит, я тебе тоже помогу, но давай сначала выпьем кофе. Тарик, напротив, расстраивается и сожалеет о допущенной им ошибке, задаваясь вопросом, как я могу поднять руку на Чинара и насколько я отличаюсь от своего отца. Ночью, пока Чинар спит, он приходит к тебе и в слезах ласкает твое лицо и волосы, говоря, «Мой Чинар, дитя мое, ты ускользаешь из моих рук на виду, поэтому я так зол, я люблю тебя больше, чем кого-либо и что-либо». Когда Берфин возвращается в особняк, Тугба видит его, подходит к нему и спрашивает, какое у него лицо, что случилось. Берфин удивляется, когда Тугба спрашивает, «Разве вы и Акиф-бей не персонажи книги, которую вы описали?» Когда Берфин говорит ему, что Акиф признался ей в любви, Тугба – очень воспитанный человек, что редко можно встретить в нашу эпоху, и эта застенчивость утомит любовника. Он идет выбрасывать мусор после того, как можно скорее поговорит и скажет, «Любовь может преодолеть все». После того, как Дилан сообщает Мирану, что у нее есть родители, она говорит, что давайте хорошо отдохнем и сделаем во время этих каникул все, что наш сын захочет. Когда Берон спрашивает, ты уверен, Дилан спрашивает, почему. Когда Берон спрашивает, как вы запаниковали, когда он сегодня захотел немного ускориться во время езды на лошади, а что, если он хочет сделать там другие опасные вещи? Дилан отвечает, не так уж и много. Когда Берон говорит, вы слишком защищаете, этот аспект нужно будет немного смягчить. Дилан говорит, что мне делать, мой сын, мое самое слабое место. Берон говорит, что тебе следует оставить его в покое на некоторое время, чтобы он мог научиться жизни. Мирану очень повезло, что у него такая мать, как ты. В этот момент к ним приходит Тарик и говорит, завтра я скажу Чинару, что вы его настоящие родители.
когда Баран просит убедиться, играет он в игру или нет, Тарик говорит, что игры нет, я ему скажу завтра. Хотя Дилан очень счастлив, Баран беспокоится о том, что если Чинар отреагирует негативно или пострадает. Дилан говорит: пожалуйста, не звоните плохим парням, мы воссоединимся с нашим сыном. Пока Джейда и госпожа Хаджер говорят о том, как они смогли остаться в особняке благодаря Чинару и что их связи с стариком не следует разрывать, приходит Тарик. Затем он говорит им, что я принял новое решение, я скажу Чинару правду, мы вернемся в Мардин, начнем новое дело и будем держаться подальше отсюда и в особняк. Джейда и госпожа Хаджер возражают против этого, но Тарик говорит: я принял решение, Чинар всему научится. Госпожа Хаджер кричит и злится, говоря: мне нелегко сюда прийти, я не могу так легко сдаться. Берфин думает о признании Акифа в любви, совете Гэжи Айхан и совете Тугбы, берет телефон и хочет отправить сообщение Акифу, но она не может этого сделать, даже если захочет, поэтому плачет: «О боже мой, что я буду делать?» Пока Дилан и Баран Чинар спали, они пришли в его комнату, присели на корточки рядом с его кроватью и наблюдали за ним. Утром той ночи, пока Дилан собиралась, она вспоминает тот момент, когда она сообщила Берану, что беременна, и как Беран с радостью обнял ее. Беран одевается, и когда Дилан говорит: «Я очень рад», Дилан говорит: «Я помогу тебе», и надевает запонки. Затем ваше внимание привлекает грустное лицо Дилана, и он спрашивает, что произошло. Дилан говорит: «Я вернулся на 5 лет назад, когда я сказал тебе, что беременен». Беран говорит, что сделал меня самым счастливым человеком в мире, и помнит все детали, и Дилан становится счастливый. Беран говорит: «Не слишком ли рано мы действуем?» Я всю ночь ходил туда-сюда, думая о том, как он отреагирует. Когда Дилан говорит, что еще не рано, мы опаздываем, я не могу больше терять время, Беран говорит: «Пойдем и обнимем нашего сына». Хаджер разговаривает по телефону и говорит: «Я скоро буду», затем надевает очки и покидает особняк, говоря: «Я не сдамся легко, еще ничего не закончилось». Берфин приходит к Акифу и приносит ему крем для раны на руке. Когда Акиф говорит спасибо, я собирался сделать полную перевязку, Берфин говорит, что я могу это сделать, если хочешь, и перевязывает рану Акифа. Пока она одевается, Акиф не может отвести от нее глаз, а Берфин украдкой смотрит. Затем, когда она говорит Акифу: «Ты мне тоже нравишься», Акиф настолько взволнован, что не знает, что делать. Когда Дилан Баран приходит в гостиную, Чинар играет там со своими игрушками. Когда Тарик приходит к ним и говорит Чинару: «Послушай, сын мой, я очень тебя люблю и буду продолжать любить тебя, но есть факт, который ты должен знать. Я не твой отец», Чинар внезапно смотрит на Дилана и Баран. Дилан держит его за руку, чтобы поддержать. Когда Тарик плачет и объясняет, что ваши родители, Дилан и Баран, Баран со слезами на глазах ждет, чтобы увидеть, как отреагирует Чинар. Чинар смотрит на Тарика, Дилана и Барана и не знает, как реагировать. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.